Это очень красивый храм Удавы. Because one time, Parikshit Maharaj, he brought all the queens of Dwarka here to Braj. Однажды Парикшит Махарадж, он привел всех цариц во Врадж сюда. Because after Krishna left, all the Dwarka queens, they went to Delhi. Всех цариц Врадж. Когда Кришна ушел, все царицы ушли в Дели. Hastinapur. Хастинапур. So then, Parikshit Maharaj brought them all here to Kusum Sarovar. И затем Парикшит Махарадж привел их всех сюда, на Кусум Саровар. And they did Harinam Sankirtan. И здесь они проводили Харинам Санкиртану. And who appeared except Uddhav? Uddhav appeared. И здесь явился, Because we know that поэтому явился Удава. He prayed to become leaf, grass and creeper in Braj. Мы знаем, Удава, он молился, чтобы стать To get травинкой the в dust of Врадже, the lotus feet of gopis on his head. чтобы получать постоянно пыль со стоп гопи себе So на as soon голову. as they did Sankirtan, he immediately appeared. И как только они запели Санкиртану, он сразу же явился. And he told Parikshit, you have to leave. И сказал: Парикшит, тебе надо уйти. And Parikshit said, what aparad did I do that I cannot hear from you? А Парикшит спросил: какую я сделал аппаратку, что не могу остаться и послушать тебя? He said, no aparad, but this is not your time. Он сказал: никакой аппаратки нету, просто еще твое время не You пришло. have to go fight with Kali. Тебе нужно идти и сражаться с Кали. And when I will speak to these queens in 1 month, Когда я буду говорить с этими царицами на протяжении 1 месяца, Parikshit Maharaj will speak to you in one week. то Парикшит Махарадж будет говорить с тобой 1 неделю. That is your turn to hear Srimad Bhagavatam, not today. Sukadeva, excuse me. То когда я буду говорить месяц с царицами здесь, ты получишь в свою очередь неделю общения с Шукадевой Госвами, и это будет твой Шримад So Бхагаватам. Parikshit Maharaj went off to fight with Kali. Итак, Парикшит Махарадж пошел сражаться с Кали. And you see Uddhav sitting here with his Srimad Bhagavatam. И вы видите, здесь сидит Удава и читает Шримад Бхагаватам. And by reciting that Srimad Bhagavatam to all the queens of Dwarka, they gave up their feelings of separation. И когда он читал им Шримад Бхагаватам, царицы, их чувство разлуки, их меньше стало беспокоить. So here in this little temple you see Uddhav sitting there reading Srimad Bhagavatam. Итак, в этом храме, видите, сидит Удава и читает Шримад Бхагаватам. And my dear godbrother from Canada, Jamuna Prabhu, he's staying here taking care of this place. Мой дорогой духовный брат с Канады, Ямуна Прабху, он заботится об этом месте и живет здесь. And we have nice wall all around, no monkeys will bother us mostly. Здесь у нас замечательная огражденная территория, обезьяны почти нас не So whoever беспокоят. brought your breakfast, we can sit here. You can go over in the shade if you want, although I'm enjoying the sunshine. Поэтому те, кто взял свой завтрак, может пойти в тень почтить. Мне нравится здесь на солнце. If you left your breakfast in the bus, you run and bring it here. We'll all sit here and take breakfast. Если вы оставили завтрак в автобусе, можете сбегать туда, принести его. Uddhav Maharaj ki! Otherwise, everybody just walks on the street with all the buses and cars and tractors and auto rickshaws. Все остальные дороги здесь это асфальтированная дорога с автобусами, рикшами, мотоциклами. But this is very nice forest path. Но это очень красивая лесная дорожка With just nice soft dust to walk on. с очень мягкой, приятной пылью, по которой можно идти. And no car, truck, bus, beep, beep, Здесь нету тракторов, автобусов. So somebody can do kirtan and we'll walk beside Giriraj. Так, кто-то может петь киртан, а мы пойдем обходить Гирираж. So here, later we'll tell you why we didn't see Giriraj at Radhakund or Kusum Sarovar. Позже я вам расскажу, почему мы не видим Гирираджа на Радакунде или на Кусум Саровар. But here we see Giriraj in front of us. Но здесь Гирираж прямо перед нами. Bolo Giriraj Maharaj ki! So
Radhakund is back this direction. Радакунда вот там вот. So everyone should pay their obeisances, keeping their left side with their head towards Radhakund. Поэтому Pay your obeisances to Giriraj. все должны предлагать поклоны Гирираджу, смотря в ту сторону, чтобы он был по левое плечо, в сторону Everybody pay their Радакунды. obeisances with head this direction. То есть нужно предлагать поклоны с головой, направленной туда. Это было 2-3 километра. Like that, there's 22 of them. А всего 22. Sometime you can find somebody to take you. I can't go today. Может быть, вам удастся найти того, кто может вас провести по всему маршруту. Но я не смогу So сегодня. here we see Giriraj is very tall. И здесь, в этом месте, мы видим Гирирадж очень высокий. Yesterday in Radhakund, although we heard that Radhakund and Shamakund are the eyes, we didn't see Giriraj. Вчера мы были на Радакунде, мы говорили о том, что это глаза Гирираджа, но самого Гирираджа мы Even не at видели. Kusum Sarovar, we didn't see Giriraj. Probably the big monument is probably on top of Govardhana. Даже на Кусум-Саровар не было. Может быть, вот то место, где у нас была Катха, это сама вершина Гирираджа в том месте. Because what happened was millions of years ago, Krishna was thinking how to bring all of the paraphernalia for Braj Leela to Braj. Миллионы лет назад Кришна думал, как забрать все параферналии всех спутников во Врадж. So he sent Jamuna. Он отправил Ямуну. First of all, he sent Vrindavan. То есть вначале он отправил из духовного мира сам Вриндаван, He sent Jamuna. затем Ямуну. But that Giriraj in the spiritual sky, he's enormous. Но Гирирадж в духовном мире, он просто огромен. So when he came down to the material world, he came on another dweep. Но когда он пришел в материальный мир, то он образовал собой еще одну двипу. Just like you know, we're on the Jumbo Dweep. Вы знаете, мы на Джамбу-двипе находимся. So I think he came down on Plaksha Dweep. Насколько я помню, он опустился как Плакша-двипа. Another one of the, what is it, 9 islands or 7 islands? I can't remember. 7 там или 9 островов. Сколько там? 9 islands. 9. So there's a special lila how Giriraj got here to Braj. Есть особая лила о том, как сюда попал Гирирадж, во Вриндаван. There was a great sadhu who lived in Kashi, Banaras. Однажды в Каше, в Бенарасе, жил великий саду. And his name was Pulasta Rishi. Его звали Пуластья Риши. Now, rishis and munis, they sometimes like to go on pilgrimage just like all of you. Так же, как все вы, Риши или Муни, тоже иногда хочется отправиться в паломничество. So he went traveling. He was a very powerful rishi, so he went out through the universe. Итак, он пошел в паломничество, но будучи могущественным Риши, он пошел в Парикраму по всей When he вселенной. came to Plakshadweep, he saw this beautiful hill with peacocks and flowering trees and fruit trees and waterfalls. Когда он дошел до Плакша-двипа, он увидел там этот прекрасный холм с водопадами, деревьями, фруктами, рощами, Now with our material eyes, we don't see those waterfalls. So those с павлинами, с водопадами. Сейчас материальными глазами мы их не можем видеть. So he was thinking that my Benares is a very flat place. И он думал, мой Бенарес слишком такое равнинное место. Anybody went to Kumbh Mela? Кто-то был в Кумбамеле? Поднимите руки. All the Chinese devotees they were there. Все преданные с Китая. So you saw that is very flat place. We call Gangatic plain. И вы видели там, это как бы равнина Гангатик, это очень плоское место. So he thought if I had this beautiful hill there, then my ashram would be so beautiful. И он подумал, вот если бы заполучить туда свой этот холм, мой ашрам стал бы еще красивее. And I'd have nice place to do my bhajan. И у меня было бы хорошее место для занятия баджаном. So he asked that hill to please come with him to Kashi. И он попросил этот холм, пожалуйста, пойдем со мной в Каши.
Now that hill said, you have to get permission from my father. Но холм сказал, ты должен спросить разрешение моего отца. Because the Indian children, they're very obedient to father and mother. Индийские дети не очень послушны папе и маме. Not like West, we don't care. Не как западные, нам одинаково. I don't know about China. Не знаю, как в Китае. But in West, you can ask any teenager. На Западе можете спросить любого тинейджера. How much time before they're 18? Сколько времени у вас до 18 лет? And they can tell you how many years, how many months, how many weeks, how many days, and how many hours till they're 18. Они могут сказать, до 18 лет у меня столько-то лет, столько-то месяцев, столько-то дней, недель и часов и минут. But Indian children, they're very obedient to father and mother. Но индийские дети не очень послушны папе и So his маме. father was nearby. His name was Dronachal. И его отец был рядом, его звали Дроначал. Because the mountains we call Achal. Гора называется Ачал. Himachal, Nilachal. Because all day long in Parikama we're telling you, chalo, 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 no. Когда мы идем на Парикраме, нам постоянно говорят, чало, чало, чало. But the mountains, they don't chalo, so they're Achal. Но горы они не могут чало, поэтому они называются Ачал. So his name was Dronachal. Вот этот So холм as soon звали as Palasya Дроначал. Rishi came there, Как только пришел туда Пуласти he stood Риши, up with folded hands. он сложил руки, предстал перед ним. Any seva for me? Any service? Могу я как-то послужить? So yes, I want to take your son with me to Kashi. То есть это холм сложил руки перед Пуласти Муни. Тот сказал, можно забрать твоего сына в Каши? Then that Rishi became very angry. И тогда Риши очень разгневался. He said, first of all, you offered seva, now I'm telling you seva, now you're denying. Риши сказал, ты мне сказал, как я могу тебе служить, я тебе сказал как, а сейчас ты отказываешься от своего служения. So this Rishi became very angry. И Риши очень разгневался. He got ready to break his Brahman thread and curse the Dronachal. Он уже хотел порвать свой браманический шнур и Oh, проклясть wait, Дроначала. Maharaj, what can I do? Но тот сказал, хорошо, хорошо, Махарадж, подожди, подожди. I'm so attached to my son. Я так привязан к своему сыну. But anyway, please don't curse me, he can go with you. Но, пожалуйста, не проклинай меня, можешь забрать Just его. one condition, that he never moved from the spot where you place him. Но с одним условием. Единожды где-то остановившись, ты уже больше не сдвинешься с ним. Is it first class? Okay? Oh, this English slang. So then, that Giriraj, he became light as a feather. И затем, сразу после этого, Гирирадж стал легким, как перышко. And Palasya Rishi lifted him up. И Пуласти Риши поднял его. And by his power, he began to fly through the skyways without jet airways. И своим мистическим могуществом он полетел в небе, без всяких там South авиалиний. China Airlines. Или China Airlines. All night he was flying. И всю ночь он летел. Early in the morning, he passed over this Braj Mandala. И рано утром он пролетал над Браджамандалой. And he began to see the beauty of this place. И он удивился красотой этого места. He slowed down. И он замедлился. Now you know in the morning, certain pushings in the body began to manifest. И вы знаете, утром обычно у человека определенного рода позывы проявляются. And Giriraj also became a little heavy. И Гирирадж также немножко потяжелел из-за этого. So suddenly, Pulasya Rishi, he realized he had to do all his morning duties. И вдруг Пуласти Риши понял, ему надо выполнить все свои утренние So he placed обязанности. Giriraj on this spot. И вот на этом месте он поместил Гирирадж, He took care of his morning duties, brushed his teeth and everything, and took bath. выполнил свои утренние обязанности, почистил зубы, принял омовение и Then when так he далее. came back to pick up the А hill, когда он пришел поднять вновь холм, he couldn't pick him up. он не мог поднять его. He couldn't pick him up. Не мог поднять. Hey, what is this? Что такое? Почему? Well, my father told, wherever you place me, I never move from this Но spot. мой же отец сказал тебе, там, где ты меня хотя бы один раз поставишь, я Hey, уже just for a оттуда few не minutes to сдвинусь. do my morning duties, I place you here. Да я ж только на минутку тебя сюда поставил, свои обязанности выполнить. But my
My papa told me. Мой папа сказал тебе. And we know the Indian children, they're very obedient to father and mother. Мы знаем, что индийские дети, они очень послушны. All right, you stay here. Ну хорошо, оставайся здесь. But I curse you. Но я проклинаю тебя. You will sink one sesame seed into the ground every day. Ты будешь уменьшаться на одно сезамовое зернышко каждый день и уходить под So землю. Giriraj is sinking the width of one sesame seed every day into the ground. Итак, Говардхан каждый день на одно зернышко уменьшается и уходит под землю. Of course, we shouldn't think that Giriraj is subject to some Rishi's curse. Конечно, мы не должны думать, что Говардхан подвержен проклятиям каких-то But мудрецов. Giriraj was too big for Braj Leela, so Krishna manifested this Leela so that he would be the right size by the 5,000 years ago. Но Кришна все продумал, он сделал так, чтобы Холм уменьшился к тому времени, когда он придет проводить лилу, потому что в то время он слишком большой был. And in Chaitanya Charitamrita it says that Mahaprabhu came to Suman Sarovar, and from there he got darshan of Govardhan Hill. И говорится, что когда Чайтанья Махапрабху пришел на Суман Саровар, он там получил даршан Говардхана. But we didn't see there. Но оттуда мы не видели Говардхана. Did anybody see? Кто-то видел? We didn't see. Не видели. So even in 500 years he sank so much that now Kusum Sarovar side is under the ground. Итак, он настолько уменьшился за последние 500 лет, что там уже на месте Кусам Саровара он ушел полностью под And it землю. says when Govardhan finally disappears completely, then Kali Yuga will really begin. Говорится, что когда Говардхан исчезнет полностью, начнется настоящая Кали-юга. You may think it's bad now, Можете думать, что сейчас уже плохо. but in America we say, Но, как мы говорим, в Америке you ain't seen nothing yet. вы еще не видели. Настоящего вы еще не You видели. ain't seen nothing yet. She doesn't know how to translate. Или как You сказать? haven't seen anything yet. Вы еще ничего не видели на самом деле. So, but we know that Krishna is non-different from his name. Мы знаем, Кришна тождественно своему имени. And I think that if you all make a vow to go back and make at least two more Vaishnavas this year, Я думаю, если все примут обет, когда вы отправитесь домой, привезти с собой хотя бы 2 новых вайшнавов, and bring them here to Govardhan and go on Parikramā, обойти с ними Парикраму вокруг Говардхана and we'll have a huge Sankirtan party, и большую Харинам Санкиртану. and feeling the holy name of Krishna, maybe Giriraj will rise up again. И услышав такую Санкиртану, может быть, Гирирадж вновь Look, поднимется из земли. milk Parikramā, Dud Parikramā. А вот это Парикрама молоком, видите, с кувшином. Bring Giriraj Parikramā dripping milk all around the hill. You see? Это обкапывают, так сказать. Oh, Giriraj! You see some pilgrims, they take pot with a little hole in it and they drip milk all around the Parikramā mark. Видите, некоторые паломники, они берут кувшин, делают там маленькое отверстие снизу, наливают молока и обносят, как бы обливают вокруг всего Говардхана. Это называется дуд Парикрама. Now sometimes you'll see people with a big pile of stones. Did you see anybody with a big pile of stones today? I didn't. Здесь вот есть люди, и возле них такая горка камней лежит. And they take one stone from their pile and they pay dandavats and they put it in a second pile. Тем они берут с одного горки камень, предлагают дандават и кладут его возле своей головы в другую горку. Or sometimes they just do it with one stone.
Или иногда просто с одним камнем так делают. Но кто-то делает 108 раз на одном месте, 108 дандаватов. Кто-то один. Это называется дандоти парикрама. My godbrother from Panama, Sanaka, he did it in 1 week. Мой духовный брат из Панамы, Санака, он сделал это за 1 неделю. Sometimes you'll see the villagers. Иногда вы видите деревенские жители, They recently got married or something. которые недавно поженились или еще что-то. So the husband will do dandavat and wife will come along and touch his feet. Муж делает дандават парикрама, а жена просто идет за ним и касается его стоп. Now somebody spreads this false rumor that the Vedas are against women. Кто-то дурные слухи пускает, что Веды против женщин. But actually, the Vedas say that the woman, she gets 50% of the punya of the man without doing a thing. Но Веды говорят, что женщина получает просто 50% пунью мужа, вообще ничего не делает. So I say the Vedas are against men. Поэтому я бы сказал, что Веды против мужчин. So the husband and wife, they go on Parikama, the husband does dandoti and wife comes behind, touches his feet and takes her 50%. Поэтому муж делает дандават парикраму, а жена идет за ним, просто касается стоп и 50% пуни забирает. So you can all challenge your husband how to do this. Поэтому все жены могут вдохновить мужей делать такое. Now this village just in front of us, this is called Aniyor. Так, деревушка, которая напротив нас, называется Аниор. This is where somehow Krishna convinced Nanda Maharaj not to do the Indra Puja. Это то место, где Кришна убедил Нанду Махараджа не совершать Индра пуджу. Сказал, что все, что у тебя есть приготовленное, предложи Гирираджу. You take all the milk and ghee and grains and you make halava and sweet rice and big piles of rice and so many things. He made big long list. Он сказал, возьми молоко, зерно, масло, сделай халаву, рис, другие приготовления. So in this village, this is where they made that offering. И предложи это все Говардхану. Это то место, где они сделали это подношение. Это место называется Анна-Кута. Каждый день мы встречаемся возле Читракут ашрама. Kut means mountain, and somewhere in Madhya Pradesh, between MP and UP, there's a mountain called Chitrakoot, where Lord Ram stayed. Так Кут это означает гора. И где-то в этой местности между Андхра-Прадеш и Мадхья-Прадеш есть гора Читракут. Там был Господь Рамачандра. Так Кут означает гора, а Анна это зерно. Анна Кут это означает гора зерна. Это означает, что они предложили горы зерна. So this is where the first Annakut ceremony took place. Это то место, где произошла первая церемония Анна-Кута. Здесь были горы риса, политые ги, горы гулаб-джамуна, расагулов, реки сладкого риса, горы корзин с пури, горы корзин с покорами. Они предложили горы боги различные. И внезапно наверху холма явилась большая форма Кришны. И Кришна сказал, посмотрите, как Гирирадж принимает ваши подношения. А Индра ответил бы вам так на ваше подношение? Вы ему уже столько раз поклонялись. Ответил он вам так или нет? И затем маленький Кришна поклонился большому Кришне наверху холма. И за ним последовали Баларама и другие Брижбаси. И затем они сели и начали все это. And he was just a little boy. He didn't know what his right hand, what his left hand. Все это есть. Он был маленький мальчик, он ел двумя руками, он еще не знал, что нужно исправить. И все начали тоже двумя руками все поедать. Там были сотни левых рук, сотни правых рук. Затем он начал плакать.
Aniyor, Aniyor, give me more, give me more. Aniyor, дайте мне больше, дайте мне больше. And all the Brishbasis said, but everything we had, we offered. There's nothing left. Please be satisfied. Но Бришбаси сказали холму, послушай, все, что мы тебе предложили, ты уже съел, будь доволен. And in true Brishbasi fashion, he began to cry. Aniyor, Aniyor, И как это приличествует настоящему Бриджабасе, он начал плакать и говорить: Aniyor, Aniyor. What do you say? What do you say, Aniyor? Ishor, Ishor. And Nanda Baba said, but there's nothing left. You please be satisfied. Но Нанда Баба сказал холму: послушай, ты все съел, уже у нас ничего не осталось, будь доволен. Give me more, give me more. Он говорит: дайте мне больше, дайте мне больше. Ayo, ayo, Ishor, Ishor. And Krishna came and he shrugged his shoulders, but there's nothing left. You please be happy. Но Кришна, он вышел тоже, показывая холму, что пожимая плечами, говорит: будь доволен, у нас уже ничего нет. А Холм кричал: Aniyor, Aniyor. Then some Brahmins put some nice soft tulsi leaves and tulsi manjaris in Krishna's hands. И затем браманы пришли и дали Кришне, ему вложили в руку листья туласи. And Krishna offered those tulsis to the big Krishna on top of the hill. И маленький Кришна предложил эти листья туласи большому Кришне, холму наверху. And he took all of those tulsis in his mouth and said, Triptosmi, Triptosmi. И тогда холм взял эти листья туласи, съел их и сказал: Триптосми. Now I'm fully satisfied. Теперь я полностью доволен. And when he was fully satisfied, then all of that prasadam appeared another time. И когда он был уже полностью доволен, вдруг все эти горы прасада, которые он съел, вновь возникли. And the Brishbasis had a big feast giving prasad to everyone, even the dog eaters. И Бришбаси счастливо пировали и раздавали прасад даже собакоедам. So even today, this village in front of us is known as Aniyor. Поэтому до сегодняшнего дня эта деревня напротив нас называется Aniyor. Ayo, ayo, Ishor, Ishor. Unfortunately, we were just a little bit late for getting Gopalji's darshan. Мы чуть-чуть опоздали на даршан Гопалджи. But anyway, now we're sitting here underneath this. What is this? Looks like a poplar tree. И сейчас мы сидим вот похоже на дерево пипли. And beside us is an old ancient kadamba tree. А за ним очень древнее дерево кадамба. Okay, all the Chinese are here. Whoever wants Chinese translation shall be on this side, so we don't have so much interference. You point yours over to that side. Beside that, we see a huge banyan tree. А за ним еще больше дерево баньян. Вот там вот. This is very ancient kadamba tree. The next is very huge, enormous banyan. Вначале очень древнее дерево кадамба, а за ним огромный баньян. It's nice to lie down underneath that banyan tree and then watch all the reflections of the sunlight playing in the leaves in the banyan tree. Очень интересно лежать под деревом баньян, смотреть вверх на его листву, смотреть, как солнце играет в листьях баньяна. See, over here in this corner you can see the light playing on the banyan tree. А вот там в том углу вы можете видеть такую как бы равнинку под деревом баньян. But if you go underneath it and lie and look straight up, you can see all the shadows and lights. Вместе прийти туда лечь, смотреть на листья баньяна, можно видеть игру солнца в его листьях. So we're sitting here right on the side of Giriraj. Итак, напротив нас Гирирадж. Our Raghunath Das Goswami, he has very beautiful prayer to Giriraj. Рагунат Дас Госвами написал очень красивую молитву Гирираджу.
He says, Nija Nikita Nivasam Dehi Govardhanatvam. Nija means you're very own. Ниджа означает ты очень древний. And Nikat means near. Никат означает рядом. Just like every night we sing Nikati Advaita Srini Vasacha Pradara. So Nikat means very close. Так, Никат означает очень близко. Nija Nikata Nivas. Just like you may have seen in India, somebody calls their house Lakshmi Nivas. Слово «нивас» вы часто встречали в Индии имена на домах, например, Лакшми Нивас, Шива Нивас, Radha Nivas. Рада Нивас. Nivas means residence. Нивас означает обиталище. Nija Nikata Nivasam Dehi. Just like you see the little boys, Brahmin boys go in the morning, Matri Bhiksha Dehi. Dehi means give. Как вот маленькие браманы просят пожертвования, Деги означает дай. Govardhana Tvam. Tvam means you. Твам означает ты. Oh Govardhan, you please give me residence just close by your very own side. О, Говардан, пожалуйста, позволь мне жить рядом с тобой. Nija Nikati Nivasam Dehi Govardhana Tvam. Everyone try. Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhana Tvam. One more. Nija Nikata Nivasam Dehi Govardhana Tvam. We just want to pray to get eternal residence just by Govardhan's very own side. Мы хотим молиться, чтобы получить вечное обиталище рядом с подножием холма Говардан. So we just saw that village of Anior. Только что видели деревню Аниор. And you may have noticed we went around a big, large kund. Вы заметили, мы прошли возле большой кунды. That is known as Sankarshan Kund. Она называется Санкаршана кунда. Because when Krishna lifted up the hill, then Balaram, he was a little disappointed. Когда Кришна поднял холм, Баларам был немного расстроен. Everybody's glorifying Kanaya. Все прославляют Каная. What can I do? А что он сделал, Каная? So then he expanded as Sheshnag. Тогда он распространил своего Шешанагу. And he made his coils all around the hole. When they lifted up Govardhan, there was a big hole. So he put his coils all around so no water would come inside. И затем он обвился этот змей вокруг холма Говардан, чтобы туда не затекала вода. Kanaya is getting all the credit. I have to do something too, so he did like that. Итак, Баларам подумал, что у Каная получит всю славу, поэтому я сделаю так. И он в форме Шешанаги обвил Говардхан, чтобы туда не затекала вода. If you're on Parikama, then you can go inside that village and ask for Dauji temple. Very astounding deity of Dauji is there. Так, вы можете пойти в ту деревню, и там находится храм Дауджи, очень удивительный храм. So named after Dauji, that kund is there, Sankarshan Kund. И возле этого храма там находится эта Санкаршана кунда. So anyway, we heard in Anior, that was where the Annakut ceremony took place. Итак, мы слышали, что в Аниоре проходила церемония Аннакута. So Krishna, so Indra, he became very upset. Итак, Индра очень разгневался. Krishna stopped my puja. Кришна остановил пуджу мне. These foolish Brishbasis listening to this talkative fellow. А эти глупые брижибаси слушают этого. Actually, he wanted to insult Krishna. На самом деле он хотел оскорбить Кришну. But by the mercy of Goddess Saraswati, all his insults became praises. Но по милости богини Сарасвати все оскорбительные слова, которые он произнес, они были молитвами на самом деле. He told that Krishna was a very talkative fellow. Он сказал, что Кришна очень болтлив. But if we see the Sanskrit from another angle, но если разобрать это слово по санскриту, it means that whatever he speaks will always be spoken. Означает, все, что он говорит, будут все повторять всегда. Just like 5,000 years ago, Krishna vibrated this Bhagavad Gita. 5000 лет назад Кришна произнес Бхагавад-гиту.
In second chapter, there's one verse everybody knows. Huh? И из второй главы все знают один стих. What is that? Какой стих? Dehinosmin yata dehe komaram jovanam jara tatra dehantara prapti dhiras tatra nabhuyate. See, even 5,000 years ago, we're still singing the same vibration as Krishna. Хотя прошло уже 5000 лет, мы повторяем те же самые слова, которые произнес Кришна. This rascal, we don't even know what caste he is. Этот негодяй, он даже принадлежит к непонятной касте. Some say he's a Gopa, some say he's actually son of Vasudev, he's a Kshatriya. We don't even know what caste he is. Мы даже не знаем, какая у него каста. Кто-то говорит, что он сын Кшатрия, кто-то Гопал, кто-то говорит, что он к Вайшам принадлежит. But if we look at the Sanskrit from another angle, it means that he's above all the castes. Но если разобрать по санскриту это слово, это означает, что он выше всех каст. He's Naradama, the lowest of men. Он Нарадам, это означает Нарадам, это означает низший из людей. But if we look at the Sanskrit from another angle, it means that everybody goes down in front of him. Но с другое значение этого слова это, что все теряют свою значимость перед ним. So whatever insult became a praise by Goddess Saraswati's blessing. Поэтому по благословению богини Сарасвати все оскорбления Индры они стали прославлениями. Then he told Airavata. Затем он сказал, Индра сказал Айравати. Not Airavati, he called, what is that cloud called? Samvartika cloud. Нет, не Айравату. Индра призвал облако Самвартаку. Whenever we want to destroy the universe with water, then we call that Samvartika cloud. Всякий раз, когда нужно разрушить Вселенную с помощью воды, призывают облако Самвартаку. So he told him, go there to Braj and destroy all these Brishbasis along with their cows. И он сказал этому облаку, отправляйся во Врадж и уничтожь всех Бриджапаси с ихними коровами. Such an aparad he made. Такую аппарату большую он совершил. We make little apparads. Мы такие легкие аппараты совершаем. You nonsense, you stupid fellow. Ты непонятно кто, дурак. Tupizza. Тупица. There's 150 of us. You only brought 2 pizza. You're 2 pizza. 2 pizza is a stupido. 2 pizza is a stupido. It's stupid. Russian. 2 pizza. There's 100 of us. You only brought 2 pizza. 2 pizza. Ты дал 100 рупий, но попросил 2 пиццы. Вот ты пицца. So where were we? Самвартака, cloud, destroying. So we make little tiny offenses like that. Так мы маленькие оскорбления But Indra, совершаем. he wanted to destroy a whole of Braj, all the Brishbasis along with the cows. А Индра хотел уничтожить всех Бриджапаси вместе с коровами. So that Samvartika cloud became a little nervous. И это облако Самвартака немножко занервничало так. Then Indra said, don't worry, I'm coming behind. Но Индра сказал, ты не волнуйся, я за тобой иду. So that Samvartika cloud came over Braj. Итак, Самвартака прилетела во Враджу. We got some idea what it must have been like in Kumbh Mela. На Кумбамеле у нас, может быть, некоторое представление могло сложиться, на что это было похоже. You guys were there on 16th? Вы были 16 числа там? On 16th, suddenly this cloud came, and at 10 o'clock in the morning it became black as 10 o'clock at night. 16 числа на Кумбамеле в 10 утра приплыло облако, стало темно, как ночью. The sun completely disappeared. Солнца не было вовсе. Luckily we didn't get rain like Krishna got. Но дождя, слава Богу, такого сильного нет.